некоторые документы после того, как у нас проект завершился, удалось забрать на частное хранение. Знаменитая такая карта, о которой в интернете очень много говорят. Мы ее как раз сегодня впервые покажем. Это та знаменитая Лоция, по которой якобы немецкие подводники проникали в те подледные области Антарктиды, где по приказу Гитлера, начиная с 1939 года, начали строить так называемую Новую Швабию. Очень часто этот документ появляется в сети в связи с так называемой проблемой полой земли или Агарты. Но это отдельный вопрос, потому что в первую очередь мне как журналисту интересно было проанализировать подлинность этого документа. В век современных технологий, в принципе, создать такую карту достаточно несложно и заставить бумагу. Но в любом документе всегда есть некоторые нюансы, которые позволяют определить достоверность с точки зрения той или иной степени вероятности. А первое, что меня вызвало сомнение, конечно, в этом документе, когда я начал его анализировать, это вот тут забавная такая циферка 400 метров. То есть для того, чтобы попасть в проход, который ведет к неким внутренним полостям в Антарктиде, подводная лодка немецкая должна была погрузиться примерно на 400 метров. Если возьмем технические параметры немецких лодок Второй мировой войны, у них предельная техническая глубина была примерно 250-300 метров максимум. То есть на 400 метрах ее уже начинало корежить, немножко подтапливать. Но есть определенные забавные нюансы, над которыми надо работать. Технические специалисты в области вот именно военно-морского флота подтвердили, что да, такое могло быть. На тот момент некоторые лодки, которые строились специально для спецконвоя фюрера, их называли, если мне память не изменяет, так, немножко вульгарным словом «корова», потому что это реально были такие здоровые лодки, предназначенные исключительно для средств техобеспечения, они имели, как и современные лодки, двойной корпус. И нашли мы забавную такую информацию в документах, что вот как раз прослойку между прочным и так называемым обычным корпусом заполняли спиртом. Я не знаю еще, как это можно просчитать, с этой темой работаем, но, возможно, вот именно за счет вот этого изоляции как раз повышалась прочность корпуса. Почему спиртом, тоже надо выяснять. Вообще интересно, вот синяя тетрадочка такая тут есть, и некоторые другие документы, там написано, что необходимо из Берлина, из других там областей прилежащих взять всю картошку, то есть из картошки банально гнали спирт, для того, чтобы как раз обеспечивать вот эти лодки. В самом документе описывается непосредственно вся методика прохождения, перевод он есть, то есть все дифференты, на каком стадии прохождения нужно там дифферент взять на нос, где нужно взять дифферент на корму. И интересное совпадение, вот опять же, когда начинали анализировать, пройдя определенное количество километров, лодка попадает во внутреннюю полость, где можно всплыть. Полость достаточно большая. Начали когда примерно смотреть, очень похожа вот структура и размер этой полости на озеро Восток наше знаменитое, где последние 10 лет проводятся различные интересные исследования, где пытаются зачем-то досверлиться до поверхности. Научная эта подоплека, она понятна для того, чтобы исследовать. Но как-то все время уходит в сторону вопроса о том, что в самой дальней оконечности озера Восток находится непонятная и не объясненная до сих пор учеными геомагнитная аномалия, про которую так иногда говорят. Что за геомагнитная аномалия, тоже непонятно. Есть предположение, по документам не нашли, это чисто предположение, что возможно, если этот документ подлинный, будем говорить, если этот документ подлинный, естественно, нашим правительством, нашими спецслужбами применялась, скорее всего, попытка попасть туда, вот в эти внутренние полости. Не факт, что это получилось. Возможно, либо не совсем правильные лоции, либо на тот момент, когда мы уже могли это сделать, нужно понимать, что это Антарктика, это лед. То есть профиль периодически меняется, климат теплеет. То есть вполне возможно, что через даже десяток лет все вот эти лодцы они стали неактуальны, потому что банально променялся профиль прохода. Банально пошло теплое течение, сейчас везде идет потепление. Либо замыло, либо профиль изменился настолько, что не пройти. Соответственно, что сделать? Попытались пойти сверху. Самый простой способ. Это как вариант. Зачем это было нужно? Давайте вспомним историю. Что сделал наш военно-морской флот сразу же после того, как мы победили во Второй мировой войне.
Мы заняли область, которая сейчас называется базой Новолазаревская. А раньше на базе Новолазаревская в период, по-моему, с 41 по 45 год располагалась как раз та немецкая база, которая должна была отвечать за создание так называемой Новой Швабии, Новой Земли. Что наши там нашли, толком неизвестно. Но сейчас интересная информация такая ходит на многих аукционах и Сорбии и прочих. Есть такой забавный лот, если кому-то удастся его найти. Это вот тот немецкий флажок, который разбросали немецкие летчики, когда столбили эту территорию. Было разброшено что-то порядка 1000 флажочков, и вот один такой флажочек на аукционе Сорби сейчас идет по лоту от $1 миллиона. Так что, если кто-то сможет найти, будет очень интересно. Вторая часть документа тоже очень спорная, очень интересная, но тем не менее находит очень много подтверждений в трудах и древних историков и философов, и вообще, скажем так, в общемировой мифологии. Очень спорная часть, долго мы над ней думали, однозначного ответа до сих пор нет. Вот это вот два полушария, они изображают не какую-то гипотетическую придуманную Землю, а якобы это непосредственно карта той внутренней полой части Земли, куда немцам удалось проникнуть. Даже вот здесь вот на одной из половинок нарисованы те базы, которые якобы немцы сумели уже создать. Так это или нет, сказать сложно, но вот к этой карте, а сделано их было, судя по тому, что вот написано в нижней части, 1500 экземпляров в лагере Дахау, и, скорее всего, все, кто печатано в 1944 году. И все, кто это все делали, очевидно, были уничтожены. Плюс еще интересные пометочки, тоже мы долго гадали, пока не встретили одного нашего заслуженного гидронавта таврического. Человек очень известный, в свое время руководил подводными исследованиями еще во времена СССР. Мы сначала думали, что это даты, когда тают ледники. Он говорит, ребята, говорит, это же говорит, показаны приливы и отливы. То есть вот эта лодка, она была еще сделана с учетом приливов и отливов. То есть, очевидно, либо там течение идут, либо изменяется, может быть, или давление, или происходят какие-то другие вещи. То есть, скорее всего, таких карт на каждую подводную лодку было несколько экземпляров. Потому что здесь даты фактически даны даже не на сезон, а на месяц. То есть помесячно, то есть они еще промеряли, когда идет отлив, когда идет прилив, когда там что-то происходит непонятное. То есть, не зная вот всех вот этих вот параметров, естественно, попасть туда крайне сложно. Мне вообще, честно говоря, даже непонятно, как немцы смогли, если они это сделали, пройти этот тоннель. Но интересно другое, что вообще вся вот эта вот тема с Антарктикой, с Новой Швабией и с полой землей возникла у них довольно стихийно в 1937 году, после известной экспедиции Эрнста Шефера, когда изначально ННРБ решила исследовать Тибет для того, чтобы поискать следы арийцев. Есть у меня этот фильм «2,5 часа», где там они измеряют головы этих самых тибетцев и проводят различные этнографические исследования. По некоторым данным, по тем документам, которые я смотрел и в папках Ориона, и в других интересных, скажем так, папочках, которые, я думаю, в ближайшее время, может быть, увидят свет, немцам удалось договориться с представителями верхушки ламства Тибета и, как я понимаю, дали им некоторые ключи, потому что, вот, к сожалению, или к радости, в сеть попали еще не все документы, и на некоторых копиях того, что снимали немцы в монастырях, есть очень забавные такие мандалы. Некоторые мы расшифровывали при помощи официального переводчика Далай-ламы в Москве. Так вот, некоторые мандалы, они описывают, например, совершенно невероятные вещи с точки зрения современной науки. Например, как управлять ураганами. То есть такая красивая какая-то схема, вокруг несколько кругов записи, то есть как будто формула. Но забавно то, что для того, чтобы все это работало, вот кто немножко знаком с Тибетом, должен помнить, что такие вот мандалы, они обычно шли свитками. То есть такой свиточек идет, и там обычно 6 таких вот мандал. Смотреть их надо не планарно, а в объеме. Это вот тоже, как мы нашли. То есть, когда их располагаешь определенным образом друг на друга, у тебя получается определенная объемная модель. И вот тогда, каким-то образом, может быть, это какой-то визуальный код, может быть, это какой-то образный код. И вот тогда эта система действительно начинает работать. Так вот, именно после того, как немцы в 1937 году вернулись из Тибета,
Хайнц Шефер получил звание штурмфюрера СС и стал одним из руководителей подразделения ННРБ. Вот именно после этого немцы резко, скачком пошли в Антарктиду. Что им там передали, пока неизвестно. Но у них тогда появились и карты, и вот эти вот схемы полой Земли, и буквально уже, получается, в 1941-1942 году они имели полностью информацию о том, что находится внутри Земли. Информация, конечно, с точки зрения современной геологии, физики и вообще представлениях о строении нашего планетарного тела абсолютно бредовая, фантастическая, невероятная. Но если мы заглянем в историю, то с удивлением обнаружим, что в принципе тема полой Земли, она актуальна на протяжении, по крайней мере, тысячи лет, так же как и тема Атлантиды. И в трудах известных философов древности и исследователей говорится о том, что да, внутри Земли существует некая полость. Ну, в данный момент, в тот момент говорит, что да, это мы представляли, что это какие-то пещеры. Но, скорее всего, говорится вот именно о том, что наша планета устроена немножко не таким образом, как представляют современные геологи. Что мы живем на внешней поверхности, грубо говоря, мячика, а внутри, на внутренней поверхности тоже находятся и моря, и океаны, и жизнь. И тогда начинаешь понимать, что такое внутренний и внешний мир, и что такое рай и ад. То есть, возможно, вот именно в библейских текстах и, скажем так, в других конфессиальных материалах зашифрована информация как раз о той земле, которая находится у нас под ногами. Но это отдельная тема уже немножко. Вот с этой картой удалось, скажем так, взять на длительное хранение интересную такую тетрадочку, которую ввел Обернст. К сожалению, немецкий не знаю, но какое-то высокое звание в Рейхе. Вольф Вильгельм. Вильгельм Вольф. Тетрадочка датирована 10 марта 1940 года и описывает рекомендации и приказы фюрера. Да, вот тут даже приказ номер 8 от 10 января 1940 года. Рекомендации о том, как подбирать личный командный состав, ну и состав тех людей, которые должны работать, вот именно в этой антарктической подледной базе. Интересно, то есть, видимо, вот здесь уже описана вторая часть мероприятий. Видимо, первая часть была не очень удачной, потому что здесь написано, что есть русский перевод, что, используя опыт прошлого подбора персонального состава, нужно исключить тех людей, у которых есть семьи, нужно провести определенную, скажем так, подготовительную работу, объяснить людям, что, скорее всего, они уезжают туда служить насовсем во имя Великого Рейха и ради строительства нового государства. И самое интересное, что с этой тетрадочкой, а захватили ее наши доблестные войска СМЕРШа в Берлине, в здании военно-морского флота Германии, с ней шли еще две такие интересные фотографии. Причем на оборотной стороне одной из фотографий есть фамилии. То есть, в принципе, при желании можно по всем этим фамилиям провести дополнительное историческое расследование. Вот как раз тот вот товарищ Вольф, который вел вот эту тетрадь и эти записи. Даже вот его, в принципе, почерком сделаны пометочки, кто здесь располагается. То есть, насколько я понимаю, вот именно вот эти люди, изображенные на этих фотографиях, как раз и занимались вопросами подготовки операции по созданию в Антарктиде вот той вот базы, которая в последующем стала отечественной Новолазаревской. Интересно, тетрадь, конечно, с немецкой педантичностью в конце она прошита, указано количество листочков, рисмарочка подклеена, то есть все так и, очевидно, было сдано потом на хранение. Но в итоге попало вот в наши руки. Это все документы из так называемой папки Меркулова, которая сейчас очень так хорошо ходит по интернету. Ну, в интернет мы за 5 лет опубликовали примерно процентов, наверное, 20-30 только из этой папки. Просто некоторые материалы, они не то что вызывают споры, а, скажем так, очень сильно входят в противоречие с современной историей, и я думаю, нужно с ними сначала поработать, как минимум прокомментировать перед тем, как выбрасывать такую информацию на голову людей. Поэтому с ними будем еще работать, но могу открыть секрет. Я думаю, в этом году в сети появятся очень интересные материалы, связанные с еще одним проектом, который существовался в подмосковном Красково. Ребята занимались конкретно тем, что под крышей ГПУ и НКВД пытались получить так называемый философский камень. Причем не для того, чтобы
получать из неблагородных металлов благородные, так называемые, а задача была намного интереснее, намного сложнее. То есть пытались получить некое вещество, которое позволяло продлевать биологическую жизнь организма. То есть, очевидно, раскрыли какие-то секреты, которые позволяли увеличивать количество периодов деления клеток. То есть человек почему стареет? Потому что у нас определенно генетически заложено, что 100 раз клетки делятся, потом у нас, скажем так, этот процесс начинает замедляться, организм просто начинает стареть. А вот, видимо, раскопали в древних философских текстах, что с помощью вот такого эликсира из философского камня можно этот процесс подтолкнуть или продлить. Сейчас у меня в архиве порядка 100 страничек вот из этой папочки по философскому камню, причем там документы касаются и начала непосредственно самого проекта. Изначально проект назывался «Андроген», потом переименовали его в «Аргус». Там же находятся отчеты, в том числе отчеты для ЦК КПСС и личные доклады Иосифу Виссарионовичу Сталину и его там некоторые резолюции. И в конце даже приводится расшифрованная формула, как получать этот философский камень. То есть на 7 страницах, что нужно собрать, какие материалы использовать, в какой последовательности, что нагреть, что смешать. Я, к сожалению, не физик, но так как в свое время, когда жил еще в Перми, занимался некоторыми вопросами и альтернативной энергетики, и некоторыми другими интересными вещами, так вот, последние 2 странички описания того процесса, который проходит, очень похожи на то, что сейчас называют холодный термоядерный синтез. То есть, вот, если специалистам показать, я думаю, они найдут там очень много интересных совпадений. И документы там связанные есть с теми материалами, которые в принципе им там присылали, там, начиная от 10 килограмм золота, заканчивая там сурьмой и прочим. То есть все эти ведомости отчетные и даже материалы по отчетам ученых, которые работали по проекту «Философский камень», как они ездили в Германию, обменивались. Тогда еще была возможность, опыт с нашими на тот момент еще коллегами, которые в последующем перестали коллегами быть. Это вот то, что нас ждет в этом году. Надеюсь, с коллегами из Крамолы мы этот вопрос и осветим и покажем вам много интересного, то, что вы еще не видели. Вопросов много вызывает еще в сети так называемый проект «Орион» или «Ромб». Проект реально существовал. До сих пор еще живы те люди, я с ними встречался, которые непосредственно этим проектом руководили. Проект очень, скажем так, неоднозначный и, может быть, даже не совсем понятный. Возник он по распоряжению Андропова в 1982 году. Задача, причем, была достаточно интересная. Возник он на базе того, что в начале 80-х, по-моему, как раз это была весна 1982 года, наши станции электромагнитного, были у нас уже тогда станции электромагнитного наблюдения, зафиксировали некий непонятный всплеск электромагнитного поля. Скорее всего, это были первые эксперименты с Харпом или с какими-то другими установками. Занимался изучением этого вопроса Мигулин, известная такая очень личность в научных кругах. Причем отчет очень интересный, там даже написано было то, что отчет он есть, мы, я думаю, его покажем на нашей передаче, что всплеск был такой мощности, что некоторые, причем самое что интересно, военные конструкции металлические, они подверглись, скажем так, некому воздействию, в результате которых металл стал более хрупким. И вот на базе этого возникло желание у руководства создать отдел, который бы занимался сбором информации о необычных природных и техногенных воздействиях, которые, скажем так, пока еще не признаны ни наукой, ни каким-то образом изучены. А в итоге отдел начал заниматься задачами, которые можно сравнить с тем, чем занималось в свое время американское научное общество ННРБ. То есть начали вроде с простых природных таких вот воздействий, в том числе, кстати, должны они были заниматься и вопросами прогностики, то есть, грубо говоря, что произойдет, если все льды вдруг растают, и как будет цивилизация на планете существовать, или если прилетит большой метеорит, как это будет воздействовать на цивилизацию. А в итоге получалось, что, занимаясь этой темой, исследователи проекта РОМБ начали собирать информацию и об исторических аспектах, и о тех цивилизациях, которые раньше были. И в итоге собрался такой очень интересный труд, такая библиотека, состоящая порядка из 200 томов. Ну, вот, говорю, мне где-то примерно 2 десятка удалось перелистать.
которые описывали не просто прогностические какие-то последствия некоторых событий, а еще и те события, которые происходили в прошлом. Причем по разговорам, ну, после общения с человеком, который непосредственно руководил проектом РОМП, он так, ну, понятно, что наши специалисты, они всегда хранят тайну, но так, двумя словами обмолвился, что, например, их задачи входила экспедиции фактически по всему земному шару, и, например, в Средней Азии они откапывали очень интересные захоронения, очень, как он так скромно сказал, очень высоких людей, то есть вот такими вещами, например, занимались. Был гражданский аналог у проекта РОМ, который назывался ГИОСТ. Кстати, еще до недавнего времени сайт ГИОСТа вполне официально существовал в интернете, закрыли его буквально год назад. Но те, кто хочет посмотреть, чем же на самом деле занимался РОМП, вполне может в любом поисковике набрать слово ГИОСТ и найти несколько очень интересных гражданских отчетов. В этих гражданских отчетах, кстати, вполне официально упоминается и проект РОМП, и даже указана войсковая часть ФСБ СССР, которая этим занималась. В последующем, кстати, войсковая часть была передана под патронаж МЧС. Чем сейчас занимается, к сожалению, уже неизвестно. Опять же, среди документов ромба есть интересные такие таблички и схемы, которые в том числе подтверждают и материалы немцев по полой земле. И есть там интересная карта, которая показывает, что произойдет, если вдруг по земле пройдет приливная волна, которая уничтожила последнюю цивилизацию около 12 тысяч лет назад. И обозначена зона выживания. Там это и Урал, и многие другие интересные места. Америка на этой карте практически полностью уходит в историю. Поэтому хотел бы вот как раз в этой передаче сказать о том, что проект РОМ действительно существовал, и сейчас идут некоторые мероприятия на базе Института геополитических исследований, которые, я думаю, скоро заявят о себе. Есть желание этот проект возродить, по крайней мере, в части исторических исследований. Потому что, понятно, военные задачи уже сейчас решать не получится, в плане того, что те люди, которые пытаются возродить, они уже находятся не на военной службе, естественно, можно заниматься только вопросами, связанными с несекретными вещами. Общался я с одним человеком, который в середине 80-х годов непосредственно принимал участие в переправке за границу части архива ННРБ при участии одного известного человека, соратника Березовского. Мы фамилии особо называть не будем, но кто в курсе, тот понимает. То есть, да, была организована кампания, часть документов просто утекло за границу. Кто мог такой коридор сделать, кто мог инициировать? Понятно, что такие вещи делаются как минимум на уровне государства. Потому что просто так зайти на военную особо охраняемую часть, договориться что-то вынести, это можно только с разрешения высшего руководства. Скорее всего, есть просто определенный ценз на то, что можно показать сейчас, вот то, что мы видим, вот особенно в последние 10 лет видно, так точечно возникают некоторые островки правды. Если человек за этими островками правды следит, он, собирая их как мозаику, может, в принципе, начать выстраивать определенную картину. То есть, в принципе, это идет всегда для умных людей. То есть, если человек хочет мыслить, хочет видеть, хочет развиваться, не просто ходить на работу, а вечером смотреть «Дом-2» и забываться во сне, он это начинает видеть. Причем каналы информации идут разные, начиная от необычных статей в газете, что вот, грубо говоря, копая очередной канал в Питере, мы наткнулись на мостовую на глубине 3 метров, что это такое, мы не знаем. Вот уже опорная точка, начинает человек думать. И заканчивая тем, что вот вышел сейчас вполне красивый художественный фильм, который называется «Восхождение Ориона». Но человек, который немножко мыслит концептуально и смотрит чуточку глубже, он видит еще один вектор, еще одну опорную точку, которая все постепенно складывает определенное совершенно новое мировоззрение.